Разобравшись с темой смеси и сплава, легко подступиться к задачкам на проценты. Этим мы и займемся в ближайшие 4 минуты. Условия первой задачки всего в 2 строчки, но вчитайтесь в них повнимательнее. 4 одинаковые рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов 5 таких же рубашек дороже куртки? Ну что, поехали. В виде исключения и меру способностей я сейчас постараюсь иллюстрировать нашу задачку. Тем временем подумайте, если составлять пропорцию, то что мы возьмем за 100%? По условию задачи сказано, что 4 рубашки на 8% дешевле куртки, а спрашивают про 5 рубашек, но уже насколько они дороже будут той же самой куртки. Введем А и Б, цены одной рубашки и одной куртки соответственно. Пропорция вырисовывается следующая. Если куртка это наши 100%, то 4 рубашки это 92%, что на 8% меньше одной куртки. Из этой первой пропорции легко выразить А через Б. Аналогично составляется пропорция по вопросу задачи. Цена куртки это все еще 100%. Нам уже удалось выразить А через Б. Давайте подставим это значение в знаменатель первой дроби. Тогда Б можно будет сократить, и применив правило крест-накрест, мы получим легкое уравнение. Решив его, найдем ответ. Потому что за Х мы обозначили ровно то, что требовалось найти. Прежде чем двигаться дальше, давайте-ка напишем самостоятельно за 6 класс. Условия всех 3 задач. Не выполняя вычислений, запишите выражение, которое одним действием увеличивает число 200 на 7%. Во второй задаче, как видите, 120 нужно уменьшить на 22,5%, а в третьей увеличить число А на 300%. Итак, пожалуйста, подумайте, и сейчас появятся ответы. Если ваши ответы, мысленные, письменные, не совпадают с моими, то, пожалуйста, посмотрите и послушайте внимательно. Если мы хотим увеличить число А на 5%, можно сначала найти сотую часть числа 1%, потом домножить на 5, получив притом 5%. Затем вспомнить, что мы увеличиваем число А, это значит к нему надо прибавить полученное выражение. И, наконец, лучше всего заметить, что если А вынести за скобки, то вместо всех этих вычислений или пропорций можно было с самого начала А умножить на 1,5. Если это понятно, то следующие 2 трудные задачи будут для вас легкими. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если выставлен на продажу за 20 тысяч рублей, через 2 года был продан за 15 842 рубля. Так, давайте-ка поубавим цену холодильника в первый год, умножив просто на какое-то число k. Новую оценку мы делаем с помощью того же умножения на k, потому что процент был один и тот же. Дальше получается достаточно симпатичное уравнение. Не ошибитесь в вычислениях. Даже я умудрился потерять нолик, и теперь он смешно будет болтаться около 1000. Кстати, как извлечь корень из 7921? Это легко сделать, если заметить, что наше число больше 80 в квадрате, но меньше 90 в квадрате. То есть, если корень извлекается, то равен он 80 с лишним. И по последней цифре можно понять, что это либо 81, либо 89. Проверкой убеждаемся, что это все-таки 89. Но обратите внимание, k еще не является ответом. Стоит задуматься, насколько мы убавляем число, умножая его на 0,89. Мы убавляем его на 11%, что является ответом. Последняя задачка будет для юных финансистов. В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник? Давайте обозначим за цену акций, а коэффициент k немножко детализируем. Это либо 1 плюс что-то, либо 1 минус что-то, в зависимости от увеличения, либо уменьшения. 0,96 это подешевели акции на 4%, на ашечки сократили и решаем уравнение. Подумайте как следует, что это за n, поймите, что коэффициент k по аналогии был бы 1,2 и 0,8, и вы поймете ответ 20%. Если для вас это слишком лихо и быстро, задавайте вопрос в комментарии, все объясню.